Здравствуйте, все! Недавно во время прямой трансляции на Уиверс произошел инцидент, свидетелями которого стали тысячи людей, короткий момент, который позже перерос в крупный скандал в социальных сетях. Чимин держал руку Тэхёна. На видео, которое распространяется в сети, четко видно, как Чимин обхватывает рукой запястье Тэхёна. Тэхёна не видно, чтобы он держал руку Чимина, он не сжимает, не тянет и не толкает ее. Тэхён молчал, он не реагировал на прикосновение и даже не смотрел на него. Однако после окончания трансляции многие начали утверждать в социальных сетях, что Тэхён виновен в травме руки Чимина. Эта версия быстро распространилась. Однако видео ясно показывает, что произошло на самом деле. Рука Чимина коснулась руки, в то время как Тэхён не сделал никаких движений, которые могли бы причинить вред. Ситуация была ясна, любой, кто смотрел всю прямую трансляцию, мог это увидеть без дополнительных интерпретаций. Несмотря на ясность видеоряда, некоторые люди решили исказить события, создав другую версию, которая затем подпитала нападки на Тэхёна. Посыпались негативные комментарии и гневные сообщения. Все это происходило, несмотря на то, что видео показывало, что Тэхён не принимал активного физического контакта. В той же прямой трансляции присутствовал и Чингук, его поведение привлекло внимание многих зрителей. Несколько раз его внимание было сосредоточено на Тэхёне, его взгляд, поза и реакция на слова Тэхёна были отчетливо видны. Чингук выглядел внимательным, спокойным и сосредоточенным, это заметили многие, кто следил за динамикой их отношений. Для тех, кто следил за Тэхёном и Чингуком, эти детали не остались незамеченными, даже несмотря на то, что они не всегда взаимодействуют напрямую перед камерой, близость между ними ощутима. Для этого не обязательно постоянный физический контакт, то, как они смотрят друг на друга, ищут взгляды и реагируют друг на друга, говорит само за себя. Также очевидно, что Тэхён и Чингук сохраняют определенную дистанцию во время публичных трансляций, существуют четкие границы в том, как они ведут себя перед камерой. Их взаимодействие кажется более обдуманным, однако в этих контекстах их язык тела остается четко различимым. Чингук, естественно, уделяет внимание Тэхёну, Тэхён отвечает с таким же спокойствием и уверенностью. Тем временем в сети продолжала нарастать критика, атаки были направлены не только на Тэхёна, но и на Чингука. Однако то, что произошло на Уиверс, было просто случайным взаимодействием, вырванным из контекста, видео показало события такими, какими они были, без необходимости какой-либо чрезмерной интерпретации. Тэхён не сделал ничего плохого, Чингук сохранил свое обычное поведение, их отношения снова стали очевидны для тех, кто внимательно наблюдал. Для поклонников Тэхёна этот момент стал подтверждением, даже в контролируемой обстановке под постоянным наблюдением динамика между Тэхёном и Чингуком оставалась неизменной. Во время прямой трансляции BTS атмосфера была наполнена движением, смехом и шутками, как обычно, все происходило в быстром темпе, одновременно обсуждалось множество тем. Именно в этом контексте внимание привлекли определенные моменты, особенно когда Тэхён и Чингук совершали небольшие действия, задававшие темп трансляции. То, как они смотрели друг на друга, реагировали и поддерживали друг друга, было неизменным, это легко узнавалось для зрителей, внимательно следивших за трансляцией. С первых минут Тэхён и Чингук неоднократно встречались взглядами, камера фиксировала моменты, когда их взгляды встречались, ненадолго отводились, а затем снова встречались. Эти взаимодействия повторялись на протяжении всей трансляции, естественно возникая, когда другие участники говорили или двигались. Их взгляды оставались спокойными и неподвижными, демонстрируя взаимное внимание на фоне оживленной групповой динамики. Чингук, казалось, постоянно обращал внимание на Тэхёна, всякий раз, когда Тэхён делал движение или жест, Чингук немедленно реагировал. Один из самых показательных моментов произошел, когда Тэхён чихнул, Чингук тут же посмотрел на него и улыбнулся, без слов, но с теплой и искренней реакцией. Позже, когда некоторые участники шутили с Чингуком о Кэлвин Клейн, внимание Тэхёна было сосредоточено на нем, пока остальные говорили, Тэхён молча наблюдал за Чингуком. Он не вмешивался словесно, однако его внимание явно было сосредоточено на каждом движении Чингука.
Еще один примечательный момент произошел, когда участники обсуждали вездесущую рекламу кофе КРМПОС. В середине разговора Чингук упомянул, что хочет выпить кофе, потому что давно его не пил. В этот момент Тэхён ответил на взгляд через камеру, его взгляд оставался на протяжении всей речи Чингука, не прерываясь. На протяжении всей прямой трансляции их внимание ни разу не ослабевало, даже когда они не разговаривали друг с другом, фокус оставался неизменным. Каждое их движение спокойно отслеживалось, камера неоднократно ловила взгляды Тэхёна на Чингуке, когда тот слушал других участников или присоединялся к групповому разговору. В какой-то момент Чингук непринужденно попросил Тэхёна купить ему суши, просьба была произнесена в легком, непринужденном тоне. Тэхён немедленно ответил и пообещал это сделать, их разговор передавал доверие и непринужденность, как будто это было частью их повседневной жизни. Синхронность между Тэхёном и Чингуком очевидна от начала до конца трансляции, их взгляды часто встречались, их реакции часто были одновременными, и их взаимное внимание оставалось неизменным. Им не нужно много слов, каждое движение, взгляд и ответ образуют непрерывную нить. Прямая трансляция произвела сильное впечатление, их отношения органично вписаны в динамику группы. Для тех, кто внимательно следит за Тэкуком, эти моменты легко узнать и понять, они демонстрируют устойчивую связь в привычном контексте BTS. При внимательном рассмотрении становится ясно, что существует повторяющаяся модель взаимодействия, Чингук постоянно направляет свое внимание на Тэхёна. Их взгляды неподвижны и часты, близость возникает естественно, даже в такой захватывающей обстановке и в присутствии множества людей. Они находятся в одном пространстве, которое оба признают и уважают. Их ответы быстрые, их жесты точны, реакции почти мгновенны. Общение между ними происходит в основном через действия, когда один говорит, другой слушает, когда один двигается, другой реагирует. Эти взаимодействия не нарушают ритм выступления, вместо этого они создают баланс и плавность. К концу трансляции впечатление об их отношениях остается сильным, стабильными, постоянными, основанными на взаимном внимании и мгновенном понимании. В контексте BTS в целом все остается гармоничным, к каждому участнику относятся с уважением и коллективная динамика сохраняется. Однако для внимательного зрителя легко узнаваема невербальная речь между Тэхёном и Чингуком, достаточно было затянувшегося взгляда, быстрых ответов и синхронных поз, чтобы понять происходящее. В заключение, прямая трансляция характеризовалась тем, как Тэхён и Чингук взаимодействовали, их движения, взгляды и реакции демонстрировали сильную и устойчивую связь. Без грандиозных жестов или явных заявлений связь была четко передана простыми, прямыми действиями, которые были легко узнаваемы для тех, кто внимательно наблюдал. В конечном счете от трансляции остались не слухи или искаженные истории, а серия реальных моментов, запечатленных такими, какие они есть. Визуальные факты говорили правдивее, чем интерпретации, созданные для нападок, каждая секунда трансляции раскрывала правду без необходимости резких слов. Последовавшие атаки показали, как фрагменты моментов могут быть использованы не по назначению, не для понимания, а для того, чтобы загнать в угол. В этом контексте спокойствие Тэхёна и последовательность Чингука были подтверждающими, они не реагировали чрезмерно, не устраивали драмы и оставались в одном ритме. Связь между Тэхёном и Чингуком не зависит от публичного признания, она существует благодаря привычкам, небольшим проявлениям внимания и повторяющимся реакциям. Это тот вид связи, который не нуждается в явном проявлении, его просто чувствуют те, кто умеет читать невербальный язык и понимать постоянную динамику. Для зрителей, которые предпочитают смотреть без предвзятости, послание простое: нет никаких виновников, никаких ошибок и никаких скрытых историй, которые можно преувеличить. Есть просто два человека, понимающие друг друга в одном пространстве. Прямая трансляция закончилась так же, как и началась, спокойно, плавно и органично вписавшись в общую динамику BTS. Но для тех, кто внимательно следил за происходящим, эти моменты оставили четкий след, связь, которая остается присутствующей, стабильной и непоколебимой под влиянием посторонних шумов. На данном этапе важнее не то, кто громче всех говорит в социальных сетях, а то, кто ясно видит ситуацию.
Видео не лжет, язык тела непостановочный. То, что продемонстрировали Тэхён и Чингук, соответствует тому, что давно наблюдается: внимательность, самообладание и взаимопонимание в любом общественном месте, где они находятся.